И дальше мне остается просто работать на одном месте приманкой. Просто подбивать ее, но не подматывать. Жду вот касания приманки. Есть! Есть! Вот она. Да. О, этот хороший. Друзья, всем привет! Привет. Вы на канале Рыбалка с братьями Билан. Солнышко садится, мы выехали на вечернюю зорьку поискать клыкастого. Будет интересная рыбалка. Да, 100%. Будет очень важная секретная информация от братьев Билан, поэтому не переключаемся. Впереди будет много рыбы. Да. И много Погнали. советов. Погнали. Сразу скажу, вот вопросы, которые максимально часто бывают у нас под нашими видео, какие комплекты снастей использовать. В данном случае мы ловим судака на большой реке с сильным течением. И что нужно использовать в таких ситуациях? Мы применяем удилище быстрого строя, экстрафаст. Никаких сопливых удилищ здесь не может быть, потому что костистую пасть судака нужно пробивать. Реализация поклевок должна быть Плюс максимальной. Да, плюс мы используем тяжелые веса, которые нужно анимировать, то есть резко подрывать. Судак не любит мягких каких-то подач, он любит такие агрессивные проводки и быстрое падение приманки. Поэтому мы используем удилище быстрого строя, но с тестом где-то до 28 грамм. В моем случае я использую удилище до 26 грамм. Я до 28. Артур использует до 28 грамм удилище. Почему? Потому что основные веса, которыми мы работаем на таких крупных реках, это где-то от 12 грамм до 24. То есть ваше Плюс удилище, приманка. да, плюс учитываем приманку. Приманки мы используем в размере от где-то 3,5 до 5 дюймов. Ну, я бы сказал от 4 до 5. Но все-таки мы чуть-чуть иногда используем Да. небольшие приманки, но, как показывает практика, 4-4,5 дюйма самый оптимальный. Поэтому также учитываем и вес приманки, которая заряжена на джиголовке. Поэтому в сумме вот 20 грамм плюс приманка, это вот тот вес, который должен быть комфортным для нашей удочки. Что касается шнура, шнуры мы используем толстые. Если говорить, сравнивать с спортивной ловлей, где мы используем 0,6 шнур, это для лайтовой ловли, то здесь мы используем шнуры единичку 1,2 по японской классификации, потому что все-таки это тяжелые условия, это ловля в камнях, в корягах. И вероятность поимки трофейной Плюс, рыбы. да, нужно форсированное вываживание рыбы, чтобы она не обрезала ближнюю бровку. Судак так и норовит зайти в эту бровку, сом так тем более. Прошлая рыбалка у Артура ушла хорошая рыба, это был сом, который завел просто под брову и обрезал шнур. Что касается поводкового материала, мы используем флюорокарбоновый поводок в диаметре 0,3-0,35. Оптимальный, самый оптимальный вариант. Никаких там 0,45 не нужно использовать, но и тонких нельзя использовать. Почему? Потому что по поводу толстых поводков, все-таки ловля на течении, добавляется какая-то парусность. Нам не нужна дополнительная парусность за счет того, что мы используем толстый поводок. Вот оптимальный 0,33 диаметр будет для этой ловли. И мы используем джиг-головки, то есть не так, как раньше мы использовали чебурашки и двойники. Все-таки мы заметили, лучше всего себя приманка проявляет на джиг-головке, на реке. Если мы говорим о стоячих водоемах, да, здесь нужен двойник, чебурашка классическая. Берите это на вооружение. Ну а мы продолжаем ловлю сейчас. Сейчас начался выход. Да, начался небольшой выход рыбы. Сразу могу сказать, натуральные оттенки приманок лучше всего сейчас себя проявляют. Никакая морковка, как раньше это было на Днепре, не работает. Не работает фиолет, ни ультрафиолет, ни шартрес. Работает исключительно цвета вот такие вот, аюшные. Это натуральные оттенки двухцветки с перламутровыми какими-то краплениями. В общем, вот эти вот цвета имейте в виду, берите на вооружение, ребят. Ну а мы продолжаем сейчас выход рыбы. Вот она, первая рыбка. Пацак, где твой? И первый судачок. На, пацак. Да, тут тяжелая рыбалка, сразу рыба не клюнула, и вот на каком, на 4-м забросе
в самой струе нужно было положить приманку на легком, так скажем, весе, на 14 граммах и поработать просто на одном месте. Грубо говоря, ты джиговал на одном месте, да, не подматывая приманку, правильно? Я подматывал приманку и отдавал всегда, открывал скобу, чтобы она опять провалилась под струю, понял? Сработала вот такая вот рыбка натуральная. Фокс Рейдж. 14 грамм, да. Ну, такой судачок, я думаю, 44 сантиметра в нем есть где-то. Да, я тоже так думаю. Не будем мерить его, Отлично. да? Да. Пятюнечку. Первая рыбка вон, ушел. Так, ну покажу, с чем я сегодня приехал. Я взял небольшую коробку, собрал только необходимые монтажи. Так, застежки уберем отсюда. Так, что я взял, в принципе? Я взял, в основном, это 4-дюймовые, 4,5 дюйма виброхвосты, все в прогонистой формы, как вы видите. Это то, что нравится судаку. Он не любит что-то такое толстенькое, он любит вот прогонистые приманки. Пару вот таких вот вистеров. Это рабочие цвета по судаку, натуральные расцветки, аюшки и тому подобные оттенки. Они хорошо собирают рыбу. Ну, есть, конечно же, темные цвета. Это машинное масло, темный фиолет. Это как раз когда солнышко высоко, нужно чем-то работать темным. И вот как раз такие приманки хорошо работают. Веса мы сегодня используем от 10 до 22 грамм примерно. Основной монтаж будет работать исключительно на джиголовке. Как показала практика, на течении лучше работать джиголовкой, чем чебурашкой. Имейте это также в виду. Плюс можно сказать, что реализация поклевок намного лучше. Вот у Артура была поклевка на заднем фоне. Если мы говорим о двойнике, то все-таки лучше просечь рыбу, именно костянистую пасть судака, одним крючком. Хорошим, острым одним крючком. И все. Поэтому двойник это больше для щуки, для окуня, когда он клюет, разрывается пасть у него. Судака лучше ловить на джиголовке. Так что я сейчас меняю монтаж на 18 грамм. И поставлю, наверное, более компактную приманку, чтобы пробивать это течение, чтобы приманка погрузилась быстро на дно. И я работал вот такой вот, как Артур сказал, анимацией, грубо говоря, как мы ловим в отвес судака зимой. То есть не подматывая приманку, просто делаем подбросы приманки на одном месте. И приманка работает. Да, и отдаем чуть-чуть удочкой, даем возможность приманке чуть-чуть быстрее зацепить дно. Поэтому он просто отдает кончик удилища в сторону воды. Таким образом быстрее приманка щупает дно. Ну вот, крючочек 3.0, размер приманки 4 дюйма. Вот это машинное масло очень хорошо работает по пассивному судаку. И вот на 18-шечке сейчас будем пробовать ловить тактикой, которую Артур подобрал на прошлой рыбалке. Не переключаемся. Очередной судак. Очередной. И опять на эту тему, Тимур, понял? Забросил приманку на струю, отдал много шнура, сделал проводку, приманка подвисла. Открыл скобу, дал упасть и сразу поклевка. Ну, это что касается, как вот работать на сильном течении. Тоже зачетный, Тимур. Думаю, 44 тоже есть. То есть 45, Да, наверное. даже больше. А то. Этот даже поболее будет. Это будет, да, где-то 46, наверное, даже. Иди вот туда, вон, на, ровненькая. И еще раз подробно расскажи. В общем, рыба сейчас стоит в самом сложном месте, где невозможно просто провести. Она стоит прям под струей, но под струей и глубина большая. То есть вы забрасываете, ваша приманка просто сносится течением.
с нереальной скоростью. Поэтому нужно постоянно открывать скобу и давать приманке провалиться. Открыли скобу, провалилась, подыграли, ее опять затягивают, открыли скобу, она провалилась. И такая игра идет у нас. То есть ее сносит, вы отдаете скобу. Ну не дать надо. приманке пойти по течению. То есть И вот смотрите, когда вы делаете правильную проводку, судак заглатывает. Заглатывает в гланды. тогда заглотил хорошо. 18 грамм я увеличил вес для того, чтобы так много не играться с этой скобой. И приманочка, конечно же, 4 дюйма, Тимур. Fox Rage, да? Да. Вот она. Вот она. Так, ну цвет понятно, да. Вот что касается цветов, какой лучше всего цвет использовать? Конечно же, лучше использовать то, на что клюет судак. Правильно. Да. Какие цвета лучше всего работают? Натуральные цвета. Натуральные, Одни из да. лучших Когда цветов. судак активный, конечно же, шартрес работает, но сейчас мы ловим трудовую рыбу, трудовую, которую мы будем ловить на соревнованиях. Это дневная рыба, ну как сказать, дневная. То есть вечером клюет на все, ночью клюет на все. А сейчас нужно поработать. Я думаю, очень мелкая. Мелкая? Да. Ну, наверное, очень мелкая. Ну да, такой сороковничек, может 41. И, кстати, смотри, что с ним. Смотри, какая рыба здесь стоит. Да, это судак был. Это судак, 100%. Судак. Стой, я посмотрю. Да, это крупный судак был. Судак был крупный. Ну, точно. Ну, короче, работала та же тема, да? Заброс туда за струю. Да, да. И главная задача дать приманке коснуться дна и коснуться дна активно коснуться, а не просто, знаете, плавно упасть на дно. Давай, плыви домой. Да. Все то же самое. А какая приманка сработала? Сработал у меня уже Вестин твистер. А, Вестин, да ты мажор, Тимур. Ну, это рабочая приманка сейчас, она и у голландцев хорошо, и у бельгийцев работает. Ну ладно, поехали дальше. Так. В общем, стоим мы вот, буна так называемая, струя идет вправо. Здесь есть обратное течение, но судак стоит на течении. И течение нужно пробить шнуром толстым, потому что мы не ловим тонкими шнурами. Сейчас у нас шнуры единичка. И вот таким образом, как Артур сказал, нужно отдавать шнур, чтобы приманка провалилась под верхнюю струю, а там более спокойно. И там как раз таки и стоит судак. Поэтому я бросаю вот так вот в глубину чуть-чуть и даю свободно приманке падать. Вот, я отдаю шнур, чтобы она провалилась, потому что сопротивление приманки большое, и если закрыть скобу, то приманку просто понесет вниз по течению далеко. Я даю свободно приманке упасть, быстрее упасть, коснуться дна. И дальше мне остается просто работать на одном месте приманкой. Просто подбивать ее, но не подматывать. Жду вот касания приманки. Есть! Есть! Вот она. Да. О, этот хороший. Не-не-не, этот хороший судак, по-моему, клюнул. Да, этот, по-моему... Возьмешь сам подсадь, потому что Тимур у меня приманка подробная. Этот уже более-менее зачетный. Вот все, как я сказал, так оно и сработало. Да, этот полтинничек, по-моему, будет. А, не. 42. 42 сантиметра. Вот так вот. Все. Вот такая вот интересная тема. Как ловить на сильном течении рыбу. Вот он небольшой. Не, да, это не зачетная рыба, но давил он очень хорошо. И приманка, как видите, вот она где, в шахте. О, вот он, сработал натуральный цвет. Вестиновский твистер. Никаких наших кейтеков, фетов, свингов, ничего.
Натуралочка работает, натуралочка. Ну, таким вот методом мы и ловим. То есть вот мы буквально подбиваем приманку, но не подматываем ее, чтобы ее не понесло течением. И работаем как раз в этой струе. Судак почему-то сейчас пассивный и стоит именно там. Он не стоит в спокойном месте, а стоит как раз там. Вот я подбиваю и отдаю удилище обратно в сторону воды. Вот она отыграла. Небольшой? А он вообще без поклевки сел. Смотри, он вообще без поклевки сел. Тоже в струяке. Угу. Мелкий, да? Где окунь крупный. Да не, окунь тут не стоит на струе, это судак. Щучек. Зашел сюда. Надо, понял, померить рыбу все равно. Ну померяй, давай этого померяем, тоже проверим, сколько сантиметров он. Вот он, очередной судак. Видите, приманка все та же. Я сегодня работаю твистером, Артур работает сегодня виброхвостом. Проверяем, какая приманка будет лучше. Но, честно сказать, разницы не видим. Видим, что работает именно цвет. Не, это зачетный будет. Давай. Смотри, да, ребятки, этот 45, ровно 45. 45, отлично, нам подходит ему такая рыба. Под соревнования в самый раз. И вот я это все продемонстрировал только что, как это все происходило. Нужно просто достать до дна и дальше поработать просто по дну. Он лежит там на дне под сильной струей, и он подбирает приманки, но подбирает их исключительно в таких цветах натуральных, естественных. То есть он настолько пассивен, но он именно подбирает настоящий такой кормовой объект. Это в данном случае это возможно как такой легкий бычок, да, или уклеечка. Как Это уклейка все-таки. Вот туда вот я бросил, перекинул сильную струю, отдаю приманку. По ощущениям, примерно я понимаю, там где-то около 4,5 метров. Да, Блин, ты ж- очень похоже на окуня, кстати. Ну, если мелкая, то, наверное, только окунь может быть. Нет, это судачок мелкий, но уже понял, клюнул там, где выход на обратку. Да, на камнях, конечно,
стрёмно стоять. Хотя нет ему, это Ну, такой. так это хороший судак. Опа. Давай вот сюда, я его подниму сразу. Это хорошенький судачок. Вот так вот. Это хорошенький судачок. Да, это 42 точно. Да. Видишь, заглотил. И все то же самое. Натуральная приманка, тяжелый вес. Вот так вот по классике. Оп. Оп. Аюшка, да, цвет? Аюшечка. Просто бомбический цвет. Отлично. Хорошая точка, Артур. Смотри. Вот такая вот буна дикая. С деревьями. Интересное место. Ну вот, кстати, это крайняя буна практически. Вон еще одна есть. В принципе, более-менее еще. Но мы сейчас пробьем вот эту буну. У нас особо мест немного, но вот по сути крайние точки на сегодня. И как мы всегда говорим, активное перемещение. То есть не нужно долго задерживаться на одном месте. Работаем, активную рыбу снимаем, что-то там комбинируем, экспериментируем быстро, то, во что мы верим. И дальше не задерживаемся. Это одна из проблем многих рыболовов, которые приходят на точку и долго на ней упираются во что-то. Рыба активная, если она есть, она сразу клюет. Запомните это. И мы ловим активную рыбу. Подсак выставляем. Фух. Хорошая точка. Так. Правда, под деревьями не очень удобно бросать. Сейчас пробили точку, увидели, что намного мельче, чем там, где мы ловили, где были поклевки. И заметно видно, что нету даже рыбы, потому что судак вообще, если он есть на точке, он активно берет сразу. То есть, если вы попадаете под морду судаку, он клюет мгновенно. Ну, в принципе, как и щука, да, Артур? Да. Это показатель. Клюет на первом забросе, как Да. странно. Ну, если заброс ваш не корявый. Да. Она клюет на первом забросе. Ну вот, проверяем. Активная, хорошая приманка рабочая. Второй заброс. Ну, для нас это показатель. То есть мы сразу определяем, что в этом месте долго задерживаться нельзя. Мы уже уйдем. Мы уже будем перемещаться. В общем, дошли мы до самой крайней буны, которая была у нас на реке. И что можем сказать по лету? Вот как раз мы на последней буне заметили, что глубина в месте ловли значительно стала меньше и поклевок вообще не было. То есть вывод такой: рыба стоит сейчас на большой глубине и на самой сильной струе. Для себя можем сказать, что наши наработки отработали на 100%. Рыбу мы увидели, рыба системно клюет на то, что мы ей предлагаем, то, что мы изначально с братом подготовили. Работа была правильно, четко. Ну, в общем, это тренировка сегодня. Мы ее просто записали для вас. Это такой влог. Вот то, что мы делаем с братом. Мы приходим с какой-то определенной темой и ее прорабатываем. Она сработала на все 100, поэтому закрепляем материал и готовимся к турниру. Ну, а сейчас перемещаемся на первые точки. Посмотрим, что там будет по рыбе. Расскажем о каких-то тонкостях ловли и сделаем выводы с сегодняшней рыбалки, ребят. Не переключаемся. Братья Билан с вами. Кстати, кепка у меня сегодня не Билан Бразерс. У меня сегодня релакс. Мы сегодня релаксируем.
Друзья, за нашей спиной уже заходит солнышко за горизонт. Это Да. говорит о том, что наша рыбалка короткая подошла к концу. Не сказать, что она была слишком трудовой, Да. но и Не клев, сказать, что была раздача прям. да, клев быстро закончился. Это все-таки так называемый был выход судака. Он клевал, но он клевал на правильные На монтажи, правильные. на правильные проводки. И этим мы с вами сегодня поделились. Ну а у нас впереди турнир. Держите за нас кулаки, болейте за нас. С вами были братья Билан. Да, и не забудьте подписаться на канал, потому что впереди будет много обучающих роликов с наших рыбалок интересных. Будем держать вас в курсе всех событий, ребят. Всем Всё. пока, до новых встреч на водоемах. Пока. Пока.